Всем доброго времени суток, с вами снова канал Радов Одесса. Здесь мы ремонтируем, чиним, все делаем своими руками, экономим деньги на различных запчастях, которые можно изготовить своими руками, если это возможно, восстановить, починить. В общем, кому интересно делать все самому, пожалуйста, подписывайтесь. Спасибо всем, кто уже подписался. Вот, мы уже почти подошли к 1000. Всем большое спасибо, супер. Вот, в этом видео такая вот проблема у меня небольшая произошла. То есть топили обычно деревянным котлом, года 3 топили этим. Тут меняли систему труб, в общем, чтобы подключить твердотопливный деревянный котел. И подключили газовый котел в более высокой трубе, то есть выдержку. В этом году топим газовым котлом. И в общем, из-за того, что сильно высокая труба, идет очень большая тяга и гудит котел. То есть это первое. То есть дискомфорт, неприятный звук, это одно. Второе, я так думаю, что из-за того, что сильная тяга создается, очень много тепла просто уходит в трубу. Вот, то есть, и поэтому в этом видео мы будем делать регулятор тяги на трубу сам. Я извлеку вот эту секцию и сделаем в ней регулятор тяги. Можно купить такой и поставить просто. Но я посмотрел, стоит они от 500 до 1000 гривен. Это довольно дорого, то есть за какую-то железяку. Я, как обычно, естественно, я не мог купить ее. Мне нужно ее сделать самому. Вот этим я и займусь. Сейчас я включу котел. Послушайте, как сейчас. И потом мы снимем, как будет потом. Вот, сейчас будем запускать. Вот. Поставим там, допустим, на 5. Вот. Не знаю, слышно вам или нет, но котел очень сильно гудит. Вот, сейчас поставлю микрофон, послушайте. Думаю, что, ну не думаю, я уверен, что сильная тяга очень. Поэтому я же говорю, будем регулятор тяги делать, чтобы меньше гудело, ну и экономить тепло, конечно. Потому что я думаю, что из-за того, что сильно большая тяга, большая часть тепла уходит наверх в трубу. Сейчас я разберу всю эту конструкцию, извлеку вот эту секцию и будем в ней, ну, в общем, дальше мудрить будем. Так, вот моя труба, я ее снял. Вот она, 125-я. Делать я заслонку буду из обычного вот такого диска по металлу. Вот. И шампура. Тут есть даже вот такая вот линия. Идеально центр уже поставлен. Я здесь изогну сейчас. И сюда просто ее прикручу. Дальше здесь размечу, просверлю отверстие. И все это соберу. Вот там на видео не было слышно, конечно, как котел гудит, я посмотрел. Но поверьте, он гудит. И гудит не слабо. Это сегодня еще тихая погода. То есть, когда погода более ветреная, гудит так, что такое впечатление, что прям пламя вырывается в трубу. Вот. И, в общем, сильно гудит. Плюс, я же говорю, я думаю, что из-за этого уходит очень много тепла. Поэтому вот эта штука отлично держит тепло. Это диск по металлу. Вот, в общем, сейчас будем пытаться что-то сварганить. Труба. Вот диск, которого я буду делать. Труба 125 и диск 125. То есть он входит, но полностью не прокручивается. Его надо просто вставить в турбину и слегка вот обточить, получается, на любом, ну, короче, об металл, в общем, сделать его на пару миллиметров меньше, чем ваша труба. Вы можете диск любой использовать, ну, в общем, согласно своего диаметра трубы. Вот. Итак, поехали, подгоним диск сначала. Мало, еще надо точить. Все, теперь, как можете видеть, диск проходит идеально. Можно собирать дальше. Так, дальше надо просверлить отверстие. Здесь разметиться, просверлить. Вот, делать эту всю историю нужно чуть выше котла, то есть чтобы не цепляло. Вот где-то здесь. Вот так мы ее поставим. Вот. Так, для разметки нужен карандашик нам. Так, возьму новый диск. Буду делать перпендикулярно шву. Вот, ну, короче, в общем, по шву. Вот. Тут вот эта красная линия, ну это у меня, а так просто от центра.
нужно отметить здесь вот так вот. И с другой стороны то же самое. Теперь где у нас будет он стоять? Вот. Это будет где-то вот здесь. Где-то 16 сантиметров. Вот это. Так, дальше. Я беру 8 сверло. Вот. Чуть точнуть его. Вот. Как затачивать сверла. У меня тоже есть видео. Кому интересно, там заходите на канал. Смотрите. Сверло 8, шампур у меня 10. Вот. Сейчас будем просверливать дюндочки. Сверлю 8, потому что в 10 будет сильно болтаться. Я его лучше расшарошу сейчас чуть-чуть, чтобы шампур проходил плотно. Там. Все, в одну сторону шампур заходит, крутится. Сейчас мы его подточим. Оп. Все. Дальше уже там в процессе кручения он сам протрет себе расстояние. Берем сверлышко тонкую. Вот у меня пару блох есть. 0,9 шурупы. Можно с разверткой, можно без. Как закрутить, так и можно и обычные какие-то взять шурупы. Мне надо просверлить пару дырочек и закрепить здесь их. Так, дырочки все просверлены. Осталось только прикрутить. Вот у меня блохи с разверточкой. Все, такая вот штука получилась. Теперь нужно здесь просто изогнуть, а потом внутри все это собрать. Вот теперь опускаем туда диск, наживляем. Тут самая такая неудобная процедура. Куда это все? Ничего. Так, все наживили и просто ее закручиваем. И смотрим. Вот она, наша вентиляция получилась. То есть можно себе выставлять, как вам нравится. Регулировать тягу. Ничего сложного. Все. Сейчас идем собирать и смотреть, как это будет работать. Я все собрал. Вот моя труба. Вот она уже с этой моей конструкцией. Вот. Все это работает, в принципе, вот так вот. Закрыто получается. Вот так открыто получается. Вот, можете, если вам нравится, изогнуть. Так, я эту штуку все-таки изогнул чуть-чуть, выставил тягу. Единственное, что хочу напоследок сказать, это не перекрывайте никогда полностью. То есть тягу. Хотя бы, ну, отрегулируйте по месту, как бы, но не закрывайте полностью. Иначе запах газа, вонь эта вся пойдет в квартиру. А теперь проверяем. Так, включаем. Пока гудит. То есть я напрямую поставил. Ну, я же говорю, сегодня еще безветренный день. Поэтому даже так оно гудит не сильно. Когда был ветер. А сейчас мы прикроем это все. О, стало работать намного тише. Вот. Ну, посмотрим, как будет. В любом случае, вот такой вот способ, да, так гудит больше, так гудит намного меньше. Что хочу сказать, нагревать стало после того, как я поставил заслонку свою, раза в 2 быстрее. То есть, если раньше до 60 нагоняло за час, то сейчас минут за 20 нагоняет температуру. Так что моя конструкция работает. Вот. Ну, вот такой вот простой способ сэкономить, так сказать, от 500 до 1000 гривен на этот шибер или регулятор тяги. Вот. Чтобы у вас не вытягивало лишнее тепло наружу, тепло оставалось в котле. И плюс убрать это гудение, которое как бы по звуку не очень приятно. Все.
Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много полезных вещей по ремонту и не только.